Привет, друзья! Сегодня сразу несколько событий в Германии и Европе привлекли внимание. Во Франции премьер лишается доверия парламента. В Германии спорят о налогах и будущем энергетики. НАТО строит самую крупную военную базу на Черном море. Между Парижем и Римом разгорается финансовая борьба, а в Киеве проверяют судно из-за подозрений в сборе данных. Что это значит для политики и экономики, я разберусь прямо сейчас. Не переключайтесь, досмотрите до конца, будет очень интересно, и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски с самыми последними новостями Германии и Европы. Итак, в Париже начался новый политический кризис. Правительство Франции под руководством премьер-министра Франсуа Байру потеряло голосование о доверии в парламенте. Это означает его немедленную отставку, а кабинет может лишь временно исполнять обязанности. Для президента Эммануэля Макрона это серьезный удар, второй провал правительства за год. Причиной кризиса стал спор о строгой бюджетной политике. Байру настаивал на мерах по сокращению дефицита и государственного долга. Однако депутаты не поддержали его план. Теперь под вопросом остаются ключевые реформы, а страна рискует столкнуться с ростом расходов и падением доверия со стороны европейских партнеров. Политическая сцена во Франции расколота, у Макрона нет прочного большинства, а оппозиция разделена между левыми и правыми. Это осложняет поиск нового премьера и угрожает дальнейшей стабильности. Тем временем Европейская комиссия уже начала процедуру против Франции из-за чрезмерного долга, и затянувшийся кризис может усилить давление на Париж. И это еще не все. Министр энергетики и охраны климата Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт, партия зеленых, выступил за расширение производства водорода на севере Германии. По его словам, именно здесь, благодаря большому количеству ветряных и солнечных электростанций, есть лучшие условия для выпуска зеленого водорода, получаемого из возобновляемой энергии. Голдшмидт подчеркнул, что север страны может стать главным поставщиком этого ресурса для всей немецкой экономики. Он отметил, цитата: «Нужно сделать так, чтобы там, где много экологической энергии, водород можно было производить особенно выгодно». Министр также предложил изменить правила на рынке электроэнергии. Он считает, что необходимо ввести несколько ценовых зон, чтобы стоимость электричества в регионах с избытком возобновляемых источников была ниже. По его мнению, это позволит стимулировать промышленность к переходу на зеленое производство и сделает водород конкурентоспособным. Таким образом, север Германии может превратиться в ключевой центр новой энергетики и сыграть решающую роль в переходе страны к климатической нейтральной экономике. И еще одна важная новость. В Германии снова началась дискуссия о налоговых льготах для семейных пар. Социал-демократическая партия требует отмены так называемого раздела доходов супругов. Заместитель председателя фракции СДПГ Вибке Эсдер заявила, что эта система закрепляет устаревшее представление о роли женщины и мужчины в семье. Муж работает, а жена остается дома. По ее словам, нынешний порядок мешает женщинам выходить на полный рабочий день и зарабатывать самостоятельно. Эсдер предложила отменить разделение доходов супругов для будущих браков, чтобы уже существующие семьи не оказались под давлением новых налогов. Поддержал ее и представитель партии Ларс Клинбель. Он подчеркнул, что система, введенная десятилетия назад, больше не соответствует современным реалиям. Вместо того, чтобы сокращать пособия для родителей, считает Клинбель, государство должно отказаться от этой налоговой льготы. Эксперты же отмечают, что постепенная реформа могла бы вывести на рынок труда сотни тысяч женщин, что принесло бы пользу экономике страны. Но давайте посмотрим еще на одну важную новость. В Европе стартовало масштабное расширение военной базы НАТО, которая вскоре может стать крупнейшей в Европе. Это касается военного аэропорта Михаила Кохалничана. База расположена в районе города Констанца у Черного моря на юго-востоке Румынии. Сейчас там размещается, внимание, около 5000 военнослужащих, но уже ведутся работы по созданию полноценного военного городка. Как сообщают источники, площадь базы должна вырасти до приблизительно 2800 гектаров. Это на треть больше, чем у самой крупной сегодня базы. Она сможет одновременно принимать до 10 тысяч военнослужащих вместе с их семьями, а в пиковые периоды до 20 тысяч человек. Сооружение будущего комплекса включает 2 взлетно-посадочные полосы, ангары для техники, склады топлива и вооружения. Также там предусмотрены жилые кварталы, детские сады, школы, магазины, аптеки и даже больница. В общем, инфраструктура небольшого города. Стоимость проекта оценивается
оценивается в 2,5–2,7 миллиарда евро. Уже ведутся работы по строительству подъездных дорог и энергообеспечению. По плану завершения строительства в ближайшие десятилетия, а при полной загрузке база значительно укрепит стратегическую роль региона. Одной из ключевых задач нового объекта станет логистика. Сюда будут перебрасываться людские и материальные ресурсы, ранее базировавшиеся в Германии. Кроме того, центр будет активно участвовать в программе подготовки пилотов, в частности в обучении летчиков на реактивных истребителях F-16. Таким образом, военные хотят не просто расширить существующий объект, а создать полный военно-административный центр, который сможет обеспечивать боеготовность, безопасность, инфраструктуру и поддержку операций в регионе. А дальше еще одна важная новость. В Германии между Францией и Италией начался острый спор из-за налоговой политики. Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники обвиняют Италию в том, что она проводит так называемый налоговый демпинг, переманивая богатых людей. Во Франции говорят, что из-за этого многие миллионеры уезжают, а их налоги достаются соседней стране. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони жестко отвергла такие обвинения. Она заявила, что экономика Италии растет и пользуется доверием инвесторов, а сама Франция и другие страны нередко создают налоговые льготы для привлечения капитала. В центре этого конфликта так называемая норма CR7, введенная в Италии в 2016 году. Согласно ей, состоятельные иностранцы могут платить фиксированный налог 200 тысяч евро в год, независимо от своих доходов, и пользоваться этим режимом до 15 лет. Благодаря такой системе только в 2025 году около, внимание, 3600 миллионеров переехали в Италию, особенно в Милан, который стал одним из самых дорогих городов Европы. Параллельно Мелони внутри страны начала кампанию по взысканию долгов. Речь идет о неоплаченных штрафах, коммунальных платежах и налогах. Таким образом, спор Франции и Италии касается не только миллионеров, но и будущей финансовой стабильности обеих стран. И это еще не все. В немецком городе Киль власти провели обыски на борту сухогруза Сканларк в шлюзе Киль-Хольтенау. Причиной стали подозрения в несанкционированных наблюдениях. По данным полиции, с борта судна был запущен дрон, который, возможно, вел наблюдение за военным кораблем и собирал данные стратегического значения. Следственные органы двух федеральных земель Шлезвиг-Гольштейн и Нижней Саксонии возбудили уголовное дело по статье о незаконном сборе данных и риске для безопасности. Обследование судно включало проверку всей техники, водолазные осмотры корпуса и тщательный осмотр помещений для обнаружения скрытых устройств. Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабине Зютерлинваг назвала обыски ясным сигналом о способности государства действовать быстро и решительно. Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэля Беренс отметила, что совместные действия регионов демонстрируют слаженность в защите морской инфраструктуры. Дальнейшие детали следствия не разглашаются, полиция продолжает проверять, кому мог быть выгоден запуск дрона и кто еще может быть причастен к инциденту. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.